Итак, мы завершили на том, что у нас про аренда через агентство это так себе удовольствие. Это так себе история. Давайте пойдем по второму вопросу, который так и называется. Каким стал рынок недвижимости в период пандемии? И что вот изменилось по стоимости, по ценнику, по определению на рынке недвижимости. На рынке я говорю про аренду недвижимости. Итак, цены действительно упали, но они не упали настолько, что совсем можно, скажем так, слушать байки из каких-нибудь там, не знаю, Фейсбуков, Инстаграмов, что можно сейчас снять крутые апартаменты, которые раньше стоили $1000, сейчас снять за 200. Никто такие апартаменты убивать не будет, потому что люди понимают, что если они сохранят их в целости и сохранности, то в сезон, который в любом случае наступит, зимний сезон, наверное, он уже прошел, он не будет, да, в связи с пандемией. Следующий сезон вполне себе будет, и поэтому убивать такие квартиры смысла нет. Но ценник очень сильно просел особенно, он всегда проседает в таких странах, потому что когда не сезон, сдавать жилье, там, допустим, на полгода, допустим, до мая месяца, то есть до такого открытия большого сезона, вполне себе хорошее удовольствие. И те квартиры, которые стоили летом 700-800 тысяч, вполне сейчас можно найти, договориться за 400 в месяц при условии там на полгода. Но как это работает? Надо понимать, что как только откроется сезон, как только откроются границы, или сезон, или границы, да, то есть сюда хлынет огромная масса людей, особенно в Тбилиси. Тбилиси зимой, Тбилиси новогодний, это очень все круто, это все очень хорошо. И если вы умудрились снять квартиру за 300, которая раньше стоила 700, то будьте готовы к тому, что владелец этого жилья просто попросит вас освободить там в следующем месяце это жилье, потому что он будет ее сдавать посуточно. Если жилье стоит $60 в день, допустим, в сутки на Airbnb, вам посчастливилось снять его за 300 в месяц, то главное, чтобы был договор. Без договора нет разговора, хотя мы опять же говорили про то, что здесь все напрямую зависит от хозяина. То есть в Грузии это люди. Вот Грузия это в большинстве своем это люди. То есть мы всегда, когда снимали квартиры где-то в Европе или в Москве, у нас всегда был четкий договор, у нас всегда были штрафные санкции за то, что за невыполнение. То есть все прописано. Здесь вы будете говорить на словах. Вот просто, да, такое слово купца. Опять же, смотрите, сейчас цены, они проседают, они падают, но до поры, это поймите, что когда квартира, хорошая квартира приносит там, допустим, $60 или $80 в день в сезон, то сдавать вам ее за 300, не будет никакого резона. И это, то есть с этим надо просто жить. Я что рекомендую? Если сейчас самое время, если у вас квартиру вы снимали там за 300, сейчас за эти же 300 вы можете снять квартиру на голову выше. Но я бы рекомендовал очень сильно заморочиться арендой этой квартиры договором на год. Потому что когда вы снимаете на год, здесь май, июнь, июль, август это шикардос, да, кругом туристы, кругом там спрос бешеный, вот, но когда наступает там январь, февраль, там март, да, здесь затишье. В Тбилиси где-то в центре есть движуха, там аренда там идет по Airbnb, но не более того. Поэтому, если вы на год, условно, да, там, если условно в мае эта квартира, там, или в августе эта квартира стоит 800, то в январе она вряд ли потянет и по 400. Поэтому среднее арифметическое берете и не верьте никому, что там пишут в Фейсбуке, что сейчас цены упали, можно съезжать, можно искать. Пока вы будете вот раскочегариваться, то есть уезжают не от кого-то, а к кому-то. Если вы нашли какой-то хороший вариант, то сейчас самое время посмотреть его, но опять же на год, если там, или там на пару недель, там, да, чтобы просто пожить как мы снимали, мы приезжали в Тбилиси, мы снимаем большие апартаменты, там 2 ванны, там джакузи, да, так, чтобы почувствовать себя человеком там в этих апартаментах, да, но не более того.
Поэтому рынок просел очень сильно, но это не повод, вот мы с этим делом столкнулись. Мы, когда арендовали в Уреке, мы видели, что простаивают огромные, хорошие апартаменты, и люди держат цену. Нам это было непонятно, то есть люди все равно держат цену, то есть он сказал, у него этот дом стоит там $100 в день, будьте любезны, ты предлагаешь ему там $50 там, но если там на 10 дней, да, нет, $100 в день, максимум там они могут 95, ну 90. Хотя, я подразумеваю, что у кого-то бывают ситуации, там кредит, там либо какие-то жизненные обстоятельства, они могут, но это скорее исключение из правила, чем правило. Поэтому рынок в недвижимости во время пандемии сильно просел, но это не означает, что навсегда. Как только он стрельнет, будьте любезны, что освободить помещение вам придется, потому что, ну, у вас не будет договора, или договор будет носить чисто фиктивный характер. И здесь все напрямую зависит от хозяев. Огромное количество отзывов есть в Фейсбуке, в Ютубе, где мамочки там, не знаю, там пенсионеры жалуются, что их выселяют. Это не потому, что тут так, условно, там такие все звери. Просто здесь так устроено. Поэтому, друзья мои, не рассчитывайте, что вот вы на этом рынке недвижимости где-то себе снимете хорошее за сильно дешево, там в 2-3 раза меньше. 30-40% реально. Но опять же, сейчас тут сезон, когда и даже когда не было пандемии, цены падали. Когда мы искали квартиру себе 2 года назад в Батуми, то летом наша квартира, которую мы хотели снять, стоила 600, и мы уже говорили на год за 300. Это реально, потому что если вы снимаете на год, человек не парится, кто у него будет жить. Но опять же смотрит по хозяевам или там по этим вот. Дальше поехали.